Россияне высказались против нового утилизбора и изменения правил расчета утилизационного сбора пока что отменят, а точнее отложат на месяц, то есть новшества вступят в силу не 1 ноября, как планировалось изначально, а 1 декабря. Благодаря новому утильсбору АвтоВАЗ получит субсидию по 1 миллиону 712 тысяч рублей за каждый автомобиль. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить ваш царский лайк. За это в конце с меня не смешной анекдот. Также переходите в наши Рутуб, ВК и Телеграм каналы. Отсрочка в месяц была анонсирована первым вице-премьером правительства РФ Денисом Мантуровым во время его выступления в Госдуме. Госруководитель дал Минпромторгу поручение подготовить документы. В секретариате Мантурова необходимость отсрочки объясняют тем, что за последнее время в преддверии скорых изменений россияне нарастили закупки автотехники за рубежом. В результате на постах Федеральной таможенной службы возникли очереди на таможенную очистку машин. Как следствие, возник риск, что не все купившие до анонса изменений утильсбора автомобили успеют их импортировать. По словам главы Минпромторга Антона Алиханова, в среднем от момента оплаты до поставки автомобиля из Китая или других азиатских стран проходит около 30 дней. Но некоторые граждане заказывали машины, в частности из Европы и США. Для них сроки доставки могут быть побольше. По словам Алиханова, предложение по возможной отсрочке министерство представит в правительстве на этой неделе. Напомним, формулу расчета утильсбора хотят дополнить привязкой к мощности двигателя и прогрессивной шкалой. Льготная ставка утильсбора 5200 рублей вместо сотен тысяч и миллионов для физлиц при ввозе машин для личного пользования сохранится только для тех, где мощность двигателя не превышает 160 лошадиных сил. Сбор возрастет для большей части категории автомобилей. Генеральный директор ГК Интерлизинг Артем Алешкин пояснил, каким последствиям приведет такое решение со стороны властей и на какие сроки может затянуться переходный период. Запуск нововведений может быть сдвинут на 3-6 месяцев из-за отсутствия готовности нормативных актов и интеграции с таможенной системой. Минпромторг рассматривает такую возможность отсрочки, учитывая обращение бизнеса и внешние обстоятельства, отметил Алешкин. По его мнению, техническая и нормативная неподготовленность проекта перерасчета утильсбора ведет к отсрочке его применения на несколько месяцев. Это создает временную возможность для покупки автомобилей по более низкой цене, считает эксперт. Утилизационный сбор – это одноразовый платеж, который взимается с импортеров, производителей и покупателей автотранспортных средств за переработку автомобилей после их эксплуатации. Собеседник пояснил, что россиянам в любом случае стоит готовиться к волне подорожания автомобилей, поскольку новый сбор будет зависеть не только от объема двигателя, но и от его мощности. С введением прогрессивной шкалы по лошадиным силам пересмотр утильсбора приведет к росту цен на автомобили мощностью свыше 160 лошадиных сил. Рост цен будет заметен во всех сегментах, особенно на автомобили с большим объемом двигателя. По нашей просьбе эксперт привел примеры грядущего повышения цен на популярные автомобили. Geely Manjaro подорожает примерно на 840 тысяч рублей, Toyota RAV4 с мотором 2 литра на 750 тысяч рублей, а версия 2,5 литра почти на 2 миллиона рублей. Toyota Land Cruiser и внедорожники с объемом более 3 литров увеличатся в цене примерно на 2,5 миллиона рублей. BMW X5 и Mercedes-Benz с моторами 3 литра на 2 миллиона рублей. Электромобили подорожают на 1,5-3 миллиона рублей в зависимости от мощности. Впрочем, об исчезновении каких-либо моделей с рынка, по мнению собеседника, речи не идет, но произойдет рост цен и на легковые машины с пробегом. В целом, после пересмотра утиля физлица будут покупать меньше мощных автомобилей, резюмировал специалист. Повышение утилизационного сбора в России, о котором заговорили в сентябре, с большой вероятностью перенесут на 1 января 2026 года. Об этом сообщил эксперт по подбору автомобилей и автор YouTube канала «Метод малого» Евгений Малов. По его словам, введение новых ставок в ноябре было маловероятным, а сама инициатива Минпромторга уже спровоцировала ажиотаж на вторичном рынке. Многие
Многие восприняли ее как свершившийся факт и поспешили купить машину, отмечает эксперт. Телефон буквально разрывался. Люди просили срочно найти и осмотреть автомобиль. Даже по ночам звонили, рассказал Малов. Количество обращений, по его оценке, выросло втрое. Из-за потока клиентов автоэксперты передавали заказы коллегам, у которых тоже не было свободного времени. Ежедневно в соцсетях моих коллег вижу посты, как они все поголовно осматривают X5, X6 и X7, добавил он. Малов считает, что рынок ждут изменения уже в ближайшие месяцы. В первую очередь могут подорожать автомобили возрастом от 3 до 5 лет с моторами до 160 лошадиных сил, на которые распространяется льготный утилизбор и упрощенная таможня. Следом вырастут цены и на остальной вторичный рынок. Обычно это происходит в течение 2-3 месяцев. При этом эксперт призвал не поддаваться панике. Повышение утилизбора действительно ожидается, но по его словам, рост ставок будет умеренным. Он также допустил, что следующая корректировка возможна весной 1 апреля. Сейчас физические лица, которые возят машины для личного пользования, платят по льготным ставкам 3400 рублей за новые автомобили младше 3 лет и 5200 рублей за машины старше 3 лет. Для юридических лиц суммы значительно выше. Например, за авто до 3 лет с мотором объемом 1-2 литра нужно заплатить 667 400 рублей, а с двигателем 2-3 литра уже 1 875 000 рублей. Эти тарифы ежегодно индексируются. В Минпромторге пояснили, что изменения необходимы в контексте новых тенденций развития автомобильной промышленности и появления высокомощных силовых установок. За последние полмесяца в Владивостокской таможне оформлено более 17,5 тысяч импортных машин, ввезенных физлицами для личного пользования. Динамика относительно аналогичного периода прошлого месяца плюс 24%. Для того, чтобы сроки выпуска не увеличились, таможня заранее предприняла меры по усилению рабочих смен. Несмотря на увеличение объемов, на текущий момент на всех складах временного хранения отсутствуют очереди для размещения автотранспортных средств. Имеются резервы свободных мощностей и открытые места для приема автотранспорта. Все технологические процессы, включая таможенное оформление и размещение на хранение, осуществляются без сбоев и задержек. Все машины оформляются в установленные законом сроки. Средний срок не превышает 3 дней, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы России. Ежемесячно таможенные посты Владивостокской таможни оформляли по 33 тысячи импортных автомобилей для личного пользования. Ну все, сейчас правители скажут: ага, денег у народа хоть лопатой греби, и снова повышение чего-нибудь придумают. Тем более на депозитах у населения скопилась сумма в 60 триллионов рублей. В ряде регионов России с следующего года повысят транспортный налог. Уже подготовлены соответствующие решения. Напомним, доходы от него поступают в бюджеты субъектов. Губернаторы Новосибирской и Оренбургской областей, а также Красноярского края внесли в региональные парламенты законопроекты об увеличении транспортного налога. В Новосибирской области транспортный налог планируется увеличить второй год подряд. При его расчете власти ориентируются на стоимость половины бака бензина на самый популярный в Новосибирске автомобиль Лада Гранта. Сейчас в регионе размер налога на эту машину составляет 1256 рублей. С следующего года предполагается его рост на 10% до 1393 рублей. Аналогичная индексация коснется автомобилей с более мощными моторами. В Красноярском крае необходимость повышения транспортного налога объясняют ростом доходов населения. Власти Оренбургской области планируют устранить льготу для владельцев автомобилей с двигателями мощностью до 100 лошадиных сил. Сейчас в этом субъекте РФ машины с такими моторами облагаются нулевой ставкой. Однако в соответствии
соответствии с предложенными поправками, со следующего года их будут облагать по тарифу 7 рублей за каждую лошадиную силу. В отношении легковых машин мощностью от 100 до 150 лошадиных сил будет введена ставка 20 рублей за одну лошадиную силу, сейчас 15 рублей. Ставки по транспортному налогу для автомобилей мощностью свыше 150 лошадиных сил не поменяются. Очевидно, что в ближайшие недели список регионов, планирующих повышение транспортного налога, будет пополняться. Напишите в комментариях пару слов про утиль-сбор. Это поможет продвижению нашего возмущения. Ну и обещанная мною шутка. На кассе. Пакет будете брать? Извините, в этом месяце не могу себе позволить. А больше автоновостей, инсайдов и юмора вы найдете в наших Рутуб, ВК и Телеграм каналах, ссылки в описании.